Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить модели грузового автомобиля AMA F15, который производился с 1985 года силами завода Арик и впоследствии объединением Эликон в городе Казань. Производство продолжалось до 2005 года и после паузы, по некоторым данным, было возобновлено в 2017 году. Начало производства модели, по всей видимости, было приурочено к 60-летию автомобилестроения в СССР. И учитывая то, что AMA F15 считается первым советским грузовиком, выпускаемым серийно, то появление этой модели является символическим в тот год. Кабина и рама AMA F15 производилась из металла, а все остальные части из пластика. Модель не имела открывающихся или откидывающихся деталей, например кузова или заднего борта, но была детально проработана, качественно покрашена и выглядела по точности исполнения максимально близко к оригиналу по сравнению с моделями аналогами советского производства, например Рославского автоагрегатного завода или ГЗЛТУ. Как ни странно, но AMA F15 от Arik советского производства на сегодняшний день представляет значительно меньше интерес для коллекционеров, чем более свежие варианты 2000-х годов. Связано, наверное, это с тем, что модели советского периода были все однотипными, без каких-либо модификаций и различались только цветом, который также был однотипным. И судя по их количеству на рынке и невысокой цене, выпущено их было много в советское время. Самые ранние и самые редкие модели AMA F15 имели хромированную эмблему на решетке радиатора отдельной деталью, хромированные фонари, хромированный руль, ручку КПП и клаксон. Также на ранних моделях была приборная доска. На заднем мосту на дифференциале была имитация отверстия для заливки масла. Задний мост был подпружинен, а колеса были цельнолитные. Ранние модели в основном были красного цвета. Далее, с течением времени, последующие модели лишались всех этих ранних особенностей. Сначала пропал хром с деталей, исчезла масленка с дифференциала, и колеса стали не цельными, а со втулками. Стоит отметить, что хром с фар пропал в самую последнюю очередь примерно в 1988 году. Затем кузов перестал быть подпружиненный, а потом уже и эмблема стала отливаться вместе с решеткой радиатора, а не отдельной деталью, и покрываться серебрянкой. Также был вариант AMA с надписью на бортах «Первый AMA 1», которая в зависимости от года производства наносилась по-разному. Модели отличались разнообразными цветами, причем сборка могла быть из деталей разных цветов. После 1991 года вариантов исполнения модели стало немного больше, что породило на них более повышенный спрос. Появились разнообразные фургоны и бочки с надписями, имитирующие разные по назначению автомобили. Также на поздних моделях после 2000 года появляется на картере модели надпись Arik. Моя модель, судя по перечисленным особенностям, относится к более позднему периоду конца 80-х, так как хром отсутствует, нет пружинки под мостом и цветовое исполнение уже идет не такое однотонное, как было на более ранних моделях. Коробка на эту модель до 1991 года известна только одного варианта – зеленая с окошком. Отличаться они могли штампом с годом выпуска и наличием внутри клапана с надписью Arik или Эликон. А после 1991 года уже возможны другие варианты, в том числе и новым дизайном от Эликон. Цена на эту модель сегодня не очень высокая и стартует от $10 даже с оригинальной коробкой. Цена на самую раннюю модель с оригинальной коробкой может доходить до $50-100. Более поздние модели с фургонами или бочками сегодня также в цене и просят за них не менее $50. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Если есть что добавить по этой модели, делитесь, не стесняйтесь. Будет интересно узнать дополнительные подробности. Всем добра и мира.